Фух, сегодня утро воскресенья, и мы приехали в город Шецен. Мы приехали сюда, чтобы посмотреть, как вот город, который раньше был немецким и назывался Штеттен, а сейчас польским, как в нем переплетается история и культура двух стран. Но очень странная вещь, то, что, может быть, мы плохо, конечно, искали, но в интернете очень мало информации какой-то такой, знаете, прям супер интересный про Шецен, какие-то статьи про скрытые места или что-то еще. В общем, надеюсь, мы сможем показать что-нибудь интересное и полезное для всех. Сейчас 9:30 утра, и мы еще не завтракали, поэтому первым делом мы пойдем найдем завтрак. А вы пока, пожалуйста, подпишитесь на этот канал и поставьте лайк. Чем больше людей подпишется, тем больше этот ролик увидит, и больше людей будут смотреть ролики про Польшу. Поэтому я надеюсь на вас. Нажмите подписаться, лайк и пошли. На самом деле я очень люблю приезжать в города по утрам в воскресенье, потому что утром на улицах никого нет, очень тихо, как будто город отсыпается после бурных выходных. Но еще я очень люблю туманную погоду, и такая сразу таинственность города придается. Прям уже очень симпатично и интересно. Первый раз вижу ранетки. Ну, причем странно, что в Кракове уже все давно опало. А здесь еще вот ранетки даже висят, и не все деревья опали листьями. Либо ранетки поздно опадают, либо здесь климат помягче. Вообще в городах, помимо достопримечательностей, мне нравится искать что-то особенное от этого города, какую-то вот, чтобы это была прям характерная черта города. Насколько я прочитала, в Шецене его фишка — это каменицы. Ну, то есть такие как бы парадные или дворики внутри дома, в которых остались следы прошлых плиточек, сами дворики внутри красивые и так далее. И мы пытаемся вот найти какие-то, подходим к дворикам, но они все закрыты, но видно, что внутри красиво. Поэтому мы сегодня постараемся попасть в какой-нибудь дворик и посмотреть, как там все внутри. Нам удалось зайти за одной девушкой, она дверь открыла, мы за ней прошли. И это не самый красивый подъезд по плиточкам, но смотрите, в какие двери ведут в квартиры, и они открываются по кодам, хотя двери старые и очень красивые. И вон какая лестница старая. Смотри, какое здание, старое, огромное, очень красивое. Но, судя по окнам, оно полностью заброшено. Там наверху даже в некоторых местах окон просто нет. Поразительно, это в центре города. Такое старое, красивое, и там никого нет. Мы читали про Шецен, что как будто бы этот город не супер туристический, то есть как будто бы сюда люди приезжают по пути к Балтийскому морю и остаются ненадолго здесь. Реально здесь есть такое ощущение, что это не туристический город, но не в плохом понимании этого слова, а вот размеренно хорошем, что ли. Что такое ощущение, что этот город небольшой, при этом аккуратный, чистый, как будто здесь ко всему относятся с любовью. Мы даже вот вчера ночью мы шли с поезда до отеля, это было в 12:30 ночи, город был пустой, темный, весь в тумане, то есть, как бы, казалось бы, такая немножко напряженная обстановочка, но я чувствовала себя спокойно, и даже ночью было видно, насколько здесь чисто и аккуратно. То есть, пока мне вот чувствуется здесь, что здесь комфортно именно жить, но посмотрим, что дальше.
В общем, мы стоим возле одного абсолютно непримечательного здания, в котором родилась Екатерина II. Когда этот город был немецким городом Штеттен. Вот, сейчас это, по-моему, здание банка или чего-то, ну, такое, как бы, осовремененное очень здание. Вообще, Екатерину, конечно, в Польше здесь не очень любят, потому что она поделила ее и в целом была жестокой достаточно женщиной. Но вот есть небольшая памятка, что здесь она родилась. Ходим мы, значит, по набережной и заметили вот такие странные штуки по всей набережной. На одной была история про то, что когда-то был рыбак, который его посадили в Данию, но он на лодочке вернулся обратно в Шетцен. И мы думали, и к чему эта история? А потом посмотрели, что по всей набережной расположены вот такие штуки, которые что-то рассказывают о Шетцене. И, по-моему, это очень прикольно. Идешь и читаешь небольшие истории, там причем очень красивые всякие рисуночки, которые ты идешь и как бы понимаешь, что происходило на этом месте в разные времена. Что я скажу про эту набережную? Мы шли сюда, и на карте она обозначается как Шетценская Венеция. У меня всегда большие вопросы. Я уже это в другом выпуске говорила. Зачем вот места красивые свои называть вот это такая-то Венеция, это там такая-то Италия? Красивое, хорошее место, виды очень красивые. Зачем это называть какой-то там Шетценской Венеции, если это своя красивая набережная? Придумайте ей другое название. Я, в общем, всегда бомблю по поводу таких вещей. Вижу себя, как я могла бы здесь жить, гулять по этой набережной, дышать этим таким более влажным и чистым воздухом. В общем, город очень красивый. И у нас есть еще несколько пунктов, куда надо дойти, поэтому надо торопиться, пока не стемнело. Вообще, в начале ролика мы сказали о том, что мы приедем сюда смотреть, как в этом городе пересекается польская, немецкая история, как это все выглядит. Но в итоге, когда ты выходишь и гуляешь по городу, который ты раньше не видел, город всегда, он как бы немножко навязывает свой, так сказать, нарратив. И в итоге получилась эта прогулка как-то про другое. То есть я не ожидала, что здесь будет настолько чистый, настолько аккуратный, настолько спокойный город, в котором, да, видно где-то немецкая архитектура, где-то польская, где-то какие-то старые советские здания. Но это не смотрится хаотично, это смотрится как-то гармонично, что ли, между собой. В этом городе реально просто приятно находиться, не знаю, гулять с семьей, кататься на велосипедах, везде очень хорошие велодорожки. Мы сейчас пришли в место под названием Вал Храброго, как-то так, и здесь очень красиво. Вообще, у меня остались одни восторги по поводу этого города, потому что мне всегда нравится в городах, как я и говорила, искать какую-то ее изюминку, как, например, вот эти парадные. И при этом нравится смотреть, насколько она хорошо обустроена, как здесь спокойно и красиво. И как бы этот город в себе это сочетается. Мне жалко, что я не нашла, многие двери просто закрыты, какую-нибудь прям супер красивую парадную, в которую можно было бы зайти. А я видела фотки, тут много таких. Кстати, если вы были в Шетцене, напишите в комментариях, как вам этот город, совпадают ли наши впечатления. И я бы действительно, мне кажется, приехала сюда бы еще именно не на пару часов, как мы сейчас тут бегом все смотрим в воскресенье, когда все закрыто, а на несколько дней просто, мне кажется, спокойно погулять, поездить на тут таких старых трамваях и поизучать этот город подробнее. Да, конечно, сложновато делать выводы всего там полдня скитания по городу. Зима, темнеет рано, приходится как бы скорее приостанавливать съемки. Но что я могу сказать? Я однозначно рекомендую поехать в Шетцен, потому что это красивый город с разнообразной архитектурой, интересной набережной. Приятно по нему гулять, влажный такой приятный воздух. И знаете, вот иногда съедешь какой-то город, вроде все классно, все понравилось, но вот какое-то ощущение напряжения от чего-то осталось. Например, от где-то не до конца чистых дорог, или, не знаю, от людей, или от обилия рекламы. А здесь вот какого-то ощущения у меня нет. Хотя я же еще не вернулась, но пока у меня вот как бы такое ощущение. В целом, достаточно интересно мне теперь дальше изучать западно-поморское воеводство, оно отличается, оно интересное, поэтому
Подписывайтесь на канал, потому что мы поехали дальше. Мы сейчас не возвращаемся домой. Подписывайтесь, чтобы увидеть, куда мы приедем дальше, что мы покажем вам. Ставьте лайк. Не забудьте написать комментарий. Также, что вы думаете об этом городе, были здесь, какие у вас мысли. И берегите себя.